Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня вместе с вами мы уделим вниманию о том, почему у нас в доме или в квартире ломается постоянно кран, мы забываем ключи, почему заклинивает дверь или забивается раковина. О чем предупреждают нас эти домашние проблемы и почему это так происходит с нами. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы поймете, почему в вашей жизни происходят те или иные события. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация не просто будет полезна, а также они поймут, почему у них возникают проблемы, беды, ссоры и скандалы. Не только, возможно, в доме, но и, например, на работе и в социуме. Вы знаете, бывает часто так, что у нас начинает заклинивать дверь. Возможно, теряются ключи или забивается раковина. Наверное, у многих была такая проблема. И она и есть, что самое интересное. И каждая вещь, действие, событие, которое происходит в нашей жизни, имеет свой смысл. И вот при помощи сегодня домашней магии мы с вами постараемся понять, почему возникают те или иные проблемы и какое значение они имеют. И вы знаете, бывают даже периоды в нашей жизни, когда неприятности начинают преследовать нас. Проблемы на работе, непонимание дома, какие-то постоянно незапланированные траты, появляются долги, поломки, даже, возможно, ухудшение здоровья. И все эти проблемы вдруг слетаются в один такой большой клубок. И кажется, что тянет все нас на дно. И в этот момент, к сожалению, мы начинаем искать виновных. И складывается такое впечатление, что весь мир против нас. И будто все сговорились, и каждый наносит удар. На самом деле, дело в том, что во всем виноваты только мы сами. Да, не удивляйтесь, это только именно так. И достаточно проанализировать свое поведение, события, мысли для того, чтобы понять, почему это происходит. Как высшие силы через определенные поломки, через ситуации, события пытаются подсказать нам в жизни. Итак, если у вас часто забивается раковина, если эта бытовая проблема слишком часто происходит в вашем доме, значит, у вас имеются сложности именно с устранением ненужного из вашей жизни. Ненужные вещи или даже люди, которые уже отслужили свое и сделали вот максимум полезного для вас. Они больше не смогут вам ничем помочь, а потому вам нужно научиться своевременно расставаться как с ненужными людьми, так и с ненужными вещами. И после этого ваша раковина перестанет забиваться. Далее, если в вашем доме или квартире возникают большие или маленькие пожары, даже малейшее возгорание, произошедшее случайно, указывает на то, что вас ждут глобальные жизненные перемены. Только вы пока не готовы к этому, вы никак не можете избавиться от всего старого, вы попросту не можете двигаться дальше, поэтому обязательно. Как только увидите эту проблему у себя в доме, наведите порядок в собственном доме, в своей душе, разберите по полочкам все те проблемы и отбросьте все то, что перестало быть актуальным для вашей настоящей жизни и для вашего будущего. Далее, если часто теряются ключи от квартиры или от автомобиля. Конечно, потеря ключей – это нередкое явление в бытовой жизни многих людей. Однако мало кто догадывается, что такая проблема – это своеобразный знак судьбы, который указывает на то, что в жизни вы что-то делаете не так. Возможно, вы постоянно, например, общаетесь не с теми людьми, стучитесь не в те двери и в целом двигаетесь совершенно не в том направлении. Если у вас часто заклинивает дверь,
И значит, это говорит о том, что пришла пора искать вам новые возможности. Таким образом, судьба говорит вам о том, что для достижения намеченной цели вы используете далеко не все возможности, которые вам предоставляются. Поэтому пора оглянуться вокруг и посмотреть, что же еще можно использовать в борьбе за получение желаемого. Далее, если у вас постоянно проблемы с работой телефона или интернетом. Вот эта подобная бытовая проблема говорит вам о том, что пора бы навестить родственников и близких людей. Часто ломающийся телефон или отсутствие интернета вам говорит о том, что нужно использовать другие способы для связи с вашими родными и близкими людьми. Если в вашем доме или квартире постоянный потоп или текущие краны. Текущий кран – это вообще не редкость в доме тех людей, которые часто ругаются и слишком эмоционально выясняют свои отношения. А потому, если вы залили в очередной раз соседей, то именно вам пришла пора разобраться в себе и нормализовать свое внутреннее состояние. Далее, если периодически выходят, например, из строя колонки или динамики. И здесь есть два толкования подобной бытовой проблемы. Первое. Вы не умеете высказывать и отстаивать свое мнение. И сломанные в очередной раз колонки вам намекают на то, что пришла пора этому научиться, как бы вам в этом не было сложно. И второе, вам не хватает разнообразия и радостных эмоций, радостных впечатлений, а потому вышедшие из строя динамики говорят о том, что пора прекращать слушать громко музыку и направить свои усилия на поиск других радостей жизни. Как вы видите, каждая проблема, которая присутствует в вашем доме, присутствует в вашей жизни или на работе, имеет свою ментальную причину. И она не может появляться просто так, а потому о ее значении вам обязательно нужно знать, чтобы во многих случаях предупредить появление в своей жизни более глобальных проблем. Поэтому, как только у вас появилась какая-то проблема, например, у вас пожар произошел, забилась раковина, или, возможно, вы потеряли ключи, вы должны сразу задуматься, что же происходит в вашей жизни, что вы делаете не так. Потому что один раз, например, вы залили соседей, вы решили, казалось бы, эту проблему, но не пройдет и полгода, вы заново заливаете соседей. При этом финансовые расходы вы уже несете в 2, в 3, а то и в 4 раза. Поэтому стоит остановиться и задуматься, понять, что же вы делаете не так. Это очень сложно проанализировать, потому что каждый из нас считает и думает, что он поступает и делает все правильно. Но знайте, что высшие силы никогда просто так ничего. Дело в том, что они не могут до нас достучаться и говорить нам, как мы между вами говорим с помощью языка, с помощью своих глаз, рук и так далее. Они говорят нам на другом уровне. И вот наша задача – это их услышать, их понять. И тогда мы, когда начинаем анализировать, делать работу над ошибками, мы можем открыть для себя новый мир, новые возможности. Поэтому обязательно над этим подумайте. И когда у вас появляются какие-то проблемы в доме, не думайте, что это проблема, что поломался кран, потому что он поломался. А в первую очередь подумайте о том, что же вам высшие силы хотят сказать.